Парад под государственный флаг Донецкой Народной Республики и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева. На краю! Песня «Священная война» композитора Александрова на главную площадь Донецка вносятся два символа Донбасса. Государственный флаг Донецкой Народной Республики и легендарное Знамя Победы. В знаменной группе военнослужащие отдельного комендантского полка Министерства обороны. Государственный флаг Донецкой Народной Республики несет лейтенант Андрей Югас. Ассистенты знаменосца майор Дмитрий Загородний и старший лейтенант Юрий Албул. Командир знаменной группы военный комендант Игорь Горелов. Знамя Победы в руках старшего лейтенанта Сергея Барышева. Ассистенты знаменосца старший лейтенант Петр Губченко и капитан Владимир Отроков. Командир знаменной группы старший лейтенант Павел Емерели. Глубоко символично, что в 1941 году прямо с парада на Красной площади с развернутыми боевыми знаменами уходили войска громить фашистские полчища под Москвой. В 1942 году знамена полков и дивизий олицетворяли стойкость солдат, вставших на защиту Ленинграда и Сталинграда, Новороссийска и Воронежа, Северного Кавказа и Заполярья. В 1943 и в 1944 годах боевые знамена поднимали в атаку войска на Курской дуге. В боях за освобождение Крыма и Севастополя, Белоруссии и Украины, при прорыве блокады Ленинграда, освобождении Молдавии и республик Прибалтики. Под боевыми знаменами прославленных гвардейских частей Красная Армия принесла свободу и избавление от коричневой чумы народам Европы, чтобы весной 1945 года водрузить победный флаг 150-й Идрицкой дивизии над поверженным Рейхстагом. Вот уже 72 года этот штурмовой флаг является знаменем победы и трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, наследникам славных побед, чтобы в очередной раз гордо развиваться в парадном строю на главной площади нашей республики. Вольно! Парад для встречи слева. На краю! Военный парад принимает министр обороны, герой Донецкой Народной Республики, генерал-лейтенант Владимир Кононов. Командует парадом командующий оперативного командования генерал-майор Денис Синенков, полный кавалер ордена Николая Чудотворца. Он принимал участие в боях за Снежное, Саур-Могилу, Донецкий аэропорт, Дебальцево.
товарищ министр обороны, войска Донецкого гарнизона во знаменование 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войны построены. Командующий парадом генерал-майор Синенков. Начинается объезд парадных расчетов войск. В парадных расчетах лучшие курсанты, солдаты, сержанты и офицеры вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Наследники славных боевых традиций героев Великой Отечественной войны. Многие из них имеют боевой опыт, награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в боях за независимость родного Донбасса. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Министр обороны генерал-лейтенант Владимир Кононов завершил объезд войск и направляется к трибуне для доклада главе Донецкой Народной Республики, главнокомандующему Вооруженных сил ДНР Александру Владимировичу Захарченко. За плечами министра обороны бои в Славянске, Шахтерске, Иловайском котле, Моспино и Авдеевской промзоне. Всего около 40 успешно проведенных боевых операций. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска Донецкого гарнизона к параду вознаменования 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны генерал-лейтенант Кононов. Вольно! Вольно!